Здравствуйте, дорогие наши зрители! Мы продолжаем работу с дислексией, и следующий ролик наш подойдет тем, у кого есть дислексия, и просто детям, которые плохо запоминают и плохо удерживают смысл прочитанного. Для этого нам понадобится книжка с картинками. И тут есть такая хитрость. Прежде чем читать текст, мы даем ребенку картинку и разглядеть и составить по ним рассказ. Тут какой-то мужчина рубит дерево, и какие-то глаза наблюдают за ним. Да? Потом оказывается, что это нора, в которой сидит лисенок. Дети не всегда знают, что это лесник. Поэтому вы можете просто разрешить ему рассказать его версию, а потом рассказать уже, что это лесник, оказывается. Да? А можете сразу рассказать ему, что, знаешь, вот тот человек, который в лесу следит за порядком, и за тем, чтобы деревья все были в хорошем состоянии, называется лесник, да? Или лесничий. Ребенок, переходя от картинки к картинке, рассказывает свою версию этого рассказа. Дальше мы даем ему прочитать историю. Он читает историю. После этого мы ему спрашиваем: ну как, твоя история совпала с той историей, которая рассказывается в этой книжке, или не совпала? Пусть ребенок подумает и проанализирует, чем он угадал, чем не угадал. В результате вы вопрос закрываете книжку или по картинкам опять просите рассказать историю, которая ему лучше запомнилась. Он может опять рассказать как свою историю, так и историю, которая в книжке, или какую-то еще историю, такую вот совместную, где он возьмет часть элементов своих, часть элементов из книжки. И это один способ работы со смыслом. Такой способ очень хорошо работает, и ставит он где-то работу со смыслом в районе 3 месяцев. Если ребенок регулярно у вас читает книжки, рассказывает по картинкам, сопоставляет текст с картинками, где-то в течение 3 месяцев вы научите его удерживать смысл прочитанного. Если у ребенка есть проблемы когда он решает задачи, или когда он читает какой-то текст, который такой более научный текст, и он не удерживает какую-то часть информации. Что делать при таком случае? Первое, опять же таки, рассказы по картинкам составлять. Второе, очень хороший способ задавать вопросы. На самом деле, тут можно и прям с этим, сразу с этой книжкой работать, с любой книжкой сразу задавать вопросы. Просто когда ребенок задает вопросы к предложению, он его переформулирует. От того, что он его переформулирует, он сразу начинает лучше понимать смысл слова. Итак, вот мы читаем: на зеленой лужайке под большим деревом жил колодец. Спрашиваем ребенка, какие вопросы можно задать к этому предложению. Обычно, когда мы начинаем вот такую работу, дети задают вопросы, совершенно не подходящие к этому тексту. Например, они спрашивают, какой колодец жил на полянке. Для начала лучше все вопросы говорить: да, еще задай вопрос, да, еще задай вопрос. Пусть он просто разговорится. Если у ребенка уже получается задавать вопросы, тогда можно сказать ему, он, например, говорит: какой колодец жил на полянке? Вы говорите: а в этом, вот прочитай еще раз это предложение. Тут можно ответить, какой колодец? Деревянный ли он был, либо он был каменный. Можно из этого предложения сказать, какой он был. Тогда ребенок начинает думать, да? На зеленой лужайке под большим деревом. Что вот можно его подтолкнуть немножечко. Какой вопрос нужно составить, чтобы у тебя ответ был зеленый? Тогда надо, значит, спросить, какого цвета была лужайка, да? Чтобы ответ была лужайка? Где стоял колодец, да? Таким образом мы можем ребенка подталкивать к тому, чтобы он сформулировал свой вопрос. Такая техника очень подходит при решении задачи. Ребенок начинает читать задачу и к первому предложению прям задает вопрос. Потом ко второму, потом к третьему, потом к четвертому. И вы увидите, насколько быстрее он начнет понимать смысл задачи, просто задавая вопросы. Хочу рассказать еще об одном способе формирования осмысленного чтения. Такой способ подойдет детям, которые уже постарше. Для этого вам понадобится учебник с очень грамотными вопросами к тексту. Для этого подойдут учебники либо истории,
либо по естествознанию. Что делаем в этом случае? Мы открываем учебник на страничке, где вопросы к параграфу. Читаем первый вопрос, открываем текст и ищем ответ на этот первый вопрос. Потом читаем второй вопрос, ищем на него ответ. Читаем третий вопрос, ищем на него ответ. И так далее. Параграф мы не читаем, мы только отвечаем и ищем в тексте ответы на вопрос. Когда мы дошли до последнего вопроса, вот после этого мы читаем весь параграф. И после этого просим ребенка пересказать. Такой способ помогает ребенку сразу структурировать информацию, потому что вопросы к тексту обычно составлены структурно, и ребенок сразу выделяет самый важный смысл в этом тексте. Это упражнение подойдет как раз тем детям, у которых трудности с тем, чтобы пересказывать текст по смыслу. И еще это подойдет тем детям, которым трудно написать, например, план изложения. То есть разбить текст на кусочки и в каждом выделить существенную мысль, да, главную мысль этого абзаца. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем рассказывать вам, как работать с трудностями обучения, с дислексией и не только. До свидания.